Александр Гончаров. Дело в том, что большинству людей ваше искусство пятнами чуждо и непонятно. Человеческий глаз видит реальность, а не то, что у кого-то там в душе. Это касается и музыки, и поэзии. Мне брат на гитаре наиграл одну джазовую композицию, где одна нота казалась мне фальшивой и резала мне ухо. Он так профессионально понимает, а я, как и большинство, до этого еще не дорос. Искусство пятнами, Александр Гончаров, мне кажется, людям действительно непонятно, зрителям я имею в виду, и нет никакой нужды объяснять кому-либо, не художнику, о том, что пятна как-то работают или не работают. Обычно зрители, даже люди, которые покупают картины, они, знаете, как рассуждают? Вот что-то здесь не то. Вот колориту добавь. Вот что-то вот не так. Это все. Им нравится, не нравится. Речь, конечно, о художниках, которые занимаются и которые хотят писать профессионально и понять, как это устроено, живопись, из чего она состоит. Поэтому пятно очень важно. Мышление пятнами очень важная вещь. Вы говорите, человеческий глаз видит реальность. Да, абсолютно правильно, а не то, что у кого-то в душе. Вот с этим я готов поспорить. Импрессионисты писали впечатления и пишут до сих пор, и дальше это все развивается. Впечатление – это преобразование ощущений вот во что-то материальное в цвете, в красках, которое на холсте не выглядит как реальность. Это обман, выглядит как обман, выглядит как новая реальность. И зрители очень хорошо, с вами здесь не соглашусь, очень хорошо чувствуют, где, в какой работе есть проявление души, есть вот эта вот изюминка, новизна, а в какой работе просто слизано, списано то, что ты видишь, и все. Людей не обманешь, они проходят мимо таких произведений. Ну, по крайней мере, часть людей проходит мимо. И потом импрессионизм, впечатление, ощущение в картине далеко не для всех. Это волнует какой-то процент людей, которые в это погружены и изучают это, и готовы платить большие деньги. Я не знаю, уже 100 лет, больше 100 лет они за сумасшедшие деньги платят за импрессионистические произведения. Вы же знаете об этом наверняка. Посмотрите Сотбис, что там творится вообще на эту тему. Известный бизнесмен, коллекционер Щукин тратил все свое состояние на картины. И я был на его выставке, и много отличных работ. Он просто благодаря ему, он поддерживал импрессионистов, благодаря ему это все создавалось. Он заказывал, Матисс писал, было на что жить тому же Матиссу и работать. Человеческий глаз видит реальность. Глаза разные у людей. Некоторые видят то, что листочки везде, деревья, закаты, и художник это изобразил. Это они, ах, как красиво, замечательно. Но есть глаза, которые хотят видеть за пределами этой реальности и хотят видеть некую сказку, некую фантазию, некие ощущения художника, преобразование того, что есть. И уверяю вас, такие люди получают громаднейшее, неописуемое наслаждение от таких работ. Чуть-чуть не так. Ваш брат наиграл на гитаре джазовую композицию, и одна нота вас резанула. А он, профессионал, наверняка ради этой ноты и, может быть, все произведение слушал. Вот это чуть-чуть не так. Ранее я приводил пример Альфреда Шнитке, величайшего композитора, признанного всем миром. И его девизом была, может быть, не девизом, а суть его творчества была связана с таким примером. Он говорил о ракушке, в которую попала песчинка, и она мешала ей жить. И ракушка, раковина, моллюск вырабатывал какую-то слизь из себя, чтобы обволакивать эту песчинку, в результате чего получаются жемчужины. То, что мешало, превратилось в драгоценность для нас. Для нее это был просто способ выжить. Для этого моллюска, для ракушки. Мы же
видим в этом красоту и делаем из них украшения, из этих жемчужин. Представьте, какие два полярных взгляда на одну и ту же вещь. А вы что скажете, друзья? Давайте на эту тему порассуждаем. Я напомню, что у меня скидка на все мои видеоуроки в школе 10%. Она продолжается. На сайте вы можете посмотреть мои работы. К каждому уроку есть видео маленькое, короткое, анонс. Ну вот для примера этот. А вообще заходите и посмотрите, выберите что-нибудь сами по своему усмотрению. Каждый художник по-своему видит мир и пытается на холсте показать свои ощущения, свое видение. Свое – это значит сделать не так, чуть-чуть не так. Фотограф для этого применяет различные фильтры, фокусировки, а художник должен это написать. И вот этот урок, 39-й, старый Гурзуф, из этой серии. Вот чуть-чуть не так, чуть-чуть со странностью, с некоторой бесшабашностью. Это поиск выразительности. Урок о поиске выразительности, которая рождается в момент написания. Ты еще не знаешь, как это будет. Она рождается из удивления, по сути, в прямом эфире. Я ищу, как мне решить дерево, как мне решить небо. Я пробую разные решения. Художник нацелен на нее. Произойдет это или не произойдет, неизвестно. И если это происходит, художник очень удовлетворен. Посмотрите этот урок. Он будет крайне полезным, на мой взгляд, для тех, кто неравнодушен к живописи, для тех, кто удивляется миру, удивляется природе, ее красоте, и готов проявить, вытащить из себя некие неожиданные решения, показать ощущения. 39-й урок «Старый Гурзуф».